Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по одной из самых загадочных и малоизвестных стран Юго-Восточной Азии– Мьянме. Вас ждут потрясающие факты, интересные истории и шокирующие открытия. Готовы больше узнать об этом удивительном государстве? Тогда поехали! Это государство, ранее известное как Бирма, расположено на перекрестке древних торговых путей и хранит в себе множество тайн и удивительных фактов, которые поражают воображение. Мьянма– это страна с многовековой историей, богатой культурой и удивительной природой. Здесь можно увидеть гигантские золотые пагоды, древние руины и бескрайние рисовые поля. Однако Мьянма– это не только олицетворение древности и традиций, но и место, где можно столкнуться с поистине шокирующими и уникальными явлениями. Начнем с нескольких фактов, которые наверняка привлекут ваше внимание. Знаете ли вы, что в Мьянме находится одна из самых больших статуй лежащего Будды в мире? Или что в этой стране до сих пор существуют деревни, где люди носят кольца на шеях, чтобы удлинить их до невероятных размеров? А как насчет того, что здесь можно увидеть тысячи древних храмов, разбросанных по огромной равнине, которые выглядят так, будто они стоят здесь уже несколько тысяч лет? Эти факты– лишь малая часть того, что делает Мьянму столь уникальной и притягательной для исследователей и туристов со всего мира. Мы погрузимся в атмосферу этой удивительной страны, откроем ее тайны и узнаем, чем живут ее жители сегодня. Мьянма расположена на юго-востоке Азии и граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Страна омывается Андаманским морем и Бенгальским заливом. Географически она отличается разнообразием ландшафтов, от высоких горных хребтов и густых лесов до плодородных равнин и длинных береговых линий. Климат Мьянмы тропический и муссонный, с жаркими и влажными сезонами, которые сменяются более прохладными периодами. Население Мьянмы составляет более 50 миллионов человек. Столицей является Нейпидо, но наиболее крупным и известным городом остается Янгон, ранее называвшийся Рангун. История страны насчитывает тысячи лет и включает в себя множество важных этапов. От древних царств и империй до колониального периода и современной независимости. Культура Мьянмы– это сплетение буддийских традиций, местных верований и влияние различных этнических групп, живущих на территории страны. Теперь давайте обратим внимание на несколько шокирующих фактов о Мьянме. Во-первых, здесь существует один из самых необычных и строгих законов об интернете. Долгое время доступ к глобальной сети был крайне ограничен, и даже сейчас многие сайты остаются заблокированы. Во-вторых, в Мьянме практикуется уникальный ритуал Татхамани, во время которого мужчины временно становятся монахами, чтобы накопить духовные заслуги. Наконец, здесь можно встретить не только удивительные природные явления, но и загадочные явления, связанные с древними храмами и религиозными ритуалами. История Мьянмы богата и многообразна. Первые упоминания о поселениях на территории современной Мьянмы датируются более чем 2000 назад. Одним из ключевых этапов в истории страны стало возникновение Паганского царства в X веке нашей эры. Это была первая империя, объединившая большую часть Мьянмы и заложившая основы буддизма в стране. Паган известен своими тысячами храмов и пагод, многие из которых сохранились до наших дней и являются важнейшими историческими памятниками. В последующие века страна пережила несколько войн и нашествий, включая вторжение монголов в XIII веке. В 17 и 18 веках на территории Мьянмы существовали мощные династии, такие как Таунгу и Канбаун, которые способствовали расширению и укреплению государства. Однако в конце XIX века Мьянма была колонизирована Великобританией и стала частью Британской Индии. Колониальный период оказал значительное влияние на страну, приведя к изменениям в экономике, культуре и общественной жизни. После Второй мировой войны Мьянма обрела независимость, но столкнулась с множеством внутренних конфликтов и политических проблем. В 20 веке страна пережила несколько военных переворотов и долгие годы находилась под управлением военного режима. Исторические артефакты и памятники Мьянмы представляют огромную культурную ценность. Например, древний город Паган с его тысячами храмов и пагод является одним из важнейших археологических объектов Юго-Восточной Азии. Другой важный памятник – золотая пагода Швидагон в Янгоне, которая по легенде содержит реликвии Будды.
Эти места не только привлекают туристов, но и являются объектами поклонения для местных жителей. Шокирующие исторические факты Мьянмы включают в себя множество малоизвестных и удивительных событий. Например, мало кто знает, что в Пагане в период его расцвета существовала сложная система водоснабжения и ирригации, позволявшая поддерживать жизнь на засушливых территориях. Также стоит упомянуть мистические истории, связанные с древними храмами, где по преданиям до сих пор можно встретить духов и привидений. Культура и традиции Мьянмы являются отражением ее многовековой истории и этнического многообразия. Одной из самых ярких традиций является фестиваль Тинджан, или праздник воды, который отмечается в апреле и знаменует начало Нового года по бирманскому календарю. Во время этого фестиваля люди объявляют друг друга водой, символизируя очищение грехов и обновление. Буддизм играет центральную роль в жизни большинства жителей Мьянмы. В стране можно увидеть множество монастырей и храмов, где проводятся различные религиозные обряды и церемонии. Одной из уникальных традиций является ритуал Татхатмани, во время которого мужчины временно становятся монахами, чтобы накопить духовные заслуги и очистить свою карму. Искусство, музыка, литература и кинематограф Мьянмы также отражают богатую культурную палитру страны. Традиционная музыка включает в себя использование множества уникальных инструментов, таких как саунг, бирманская арфа, и паунг, барабан в форме бочки. Литература Мьянмы включает в себя как древние буддийские тексты, так и современные произведения, которые исследуют социальные и политические аспекты страны. Шокирующие культурные факты Мьянмы включают в себя необычные ритуалы и традиции. Например, в некоторых регионах страны до сих пор практикуется обряд нанесения татуировок на лица женщин, чтобы защитить их от злых духов. Также стоит упомянуть существование деревень, где женщины носят кольца на шеях, удлиняя их до невероятных размеров. Этот обряд является символом красоты и статуса. Общество и быт Мьянмы также полны уникальных особенностей. Жители страны ведут простой и размеренный образ жизни, уделяя большое внимание традициям и обычаям. Большинство людей заняты в сельском хозяйстве, выращивая рис, чай и различные фрукты. Традиционные кухни Мьянмы разнообразны и включают в себя множество блюд с использованием риса, рыбы, морепродуктов и специй. Одним из популярных блюд является махинга – суп с рисовой лапшой и рыбой. Обычаи гостеприимства в Мьянме также заслуживают внимания. Здесь принято встречать гостей с особым уважением и вниманием. Одной из традиций является подача бетельного ореха, который считается символом дружбы и уважения. Гостям всегда предлагают угощения и стараются сделать их пребывание максимально комфортным. Шокирующие бытовые факты Мьянмы включают в себя уникальные привычки и законы. Например, в некоторых деревнях до сих пор существует практика коллективного труда, когда все жители участвуют в строительстве домов или уборке урожая. Также стоит упомянуть о существовании необычных домашних животных. В некоторых районах можно встретить людей, которые держат в качестве питомцев змей или обезьян. Экономика и инфраструктура Мьянмы переживает активное развитие в последние десятилетия. Основные отрасли экономики включают в себя сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, производство текстиля и туризм. Страна обладает значительными запасами природных ресурсов, таких как нефть, газ, драгоценные камни и металлы. Одним из важных экономических феноменов Мьянмы является производство рубинов и нефритов, которые экспортируются в различные страны мира. Достопримечательности и туристические места Мьянмы привлекают путешественников со всего мира. Одной из главных туристических точек является древний город Паган, где можно увидеть тысячи храмов и пагод, построенных в средние века. Другим популярным местом является озеро Инле, где местные жители живут в домах на сваях и занимаются рыбной ловлей и ремеслом. Также стоит упомянуть о Золотом камне, огромном гранитном валуне, покрытом золотом и балансирующем на краю скалы. Транспортная система и урбанизация Мьянмы также переживают активное развитие. В стране строятся новые дороги, мосты и железнодорожные линии, улучшается инфраструктура городов. Одним из важных проектов является строительство скоростной железной дороги, которая соединит Янгон с Нейпйидо и другими крупными городами. Шокирующие экономические факты Мьянмы включают в себя существование необычных налогов и экономических феноменов. Например, в стране долгое время действовал налог на радио, который взимался с каждого домохозяйства, имеющего радиоприемник.
Также стоит упомянуть о существовании черного рынка, где можно приобрести редкие и дорогие товары по более низким ценам. Природа и экология Мьянмы также заслуживают особого внимания. Страна обладает богатым разнообразием и является домом для множества уникальных видов флоров и фауны. Здесь можно встретить таких редких животных, как бирманский тигр, индийский слон и носорог. Национальные парки и заповедники, такие как национальный парк Хкакбао-Рази и национальный парк Паадаунг, служат убежищем для этих и многих других видов. Эти парки не только охраняют природные ресурсы, но и предоставляют возможности для экотуризма и научных исследований. Одним из уникальных природных явлений в Мьянме является летучий огонь — свечение воды в озере Ситаунг. Это явление происходит благодаря биолюминесцентным микроорганизмам, которые обитают в воде и светятся в темноте, создавая завораживающие светящиеся волны. Также стоит упомянуть о волшебных озерах, таких как озеро Ракхайн, вода которого меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды. Шокирующие природные факты Мьянмы включают в себя наличие опасных животных, таких как королевская кобра и бирманский питон, которые могут достигать огромных размеров и представлять опасность для людей. Кроме того, страна подвержена частым землетрясениям и наводнениям, что требует постоянного мониторинга и мер по предотвращению катастроф. Современные социальные и политические проблемы Мьянмы представляют серьезный вызов для страны. Одной из главных проблем является этнический конфликт, связанный с многочисленными этническими группами, проживающими на территории страны. Эти конфликты часто приводят к насилию и вынужденным переселениям. Например, ситуация с народом Рохинджа в штате Ракхайн вызвала международное осуждение и гуманитарный кризис. Экономические кризисы также оказывают значительное влияние на жизнь людей в Мьянме. Высокий уровень бедности, безработица и недостаточный доступ к образованию и медицинским услугам — основные проблемы, с которыми сталкивается население. Правительство предпринимает усилия по улучшению экономической ситуации, но процесс требует времени и значительных ресурсов. Влияние глобализации также играет важную роль в развитии Мьянмы. С одной стороны, глобализация открывает новые возможности для торговли и инвестиций. С другой, она приводит к культурным и социальным изменениям, которые могут быть восприняты неоднозначно. Международные отношения и сотрудничество с другими странами помогают Мьянме справляться с внутренними проблемами и двигаться вперед. Шокирующие социальные факты в Мьянме включают в себя необычные социальные достижения и политические скандалы. Например, в стране существует движение за права женщин, которое борется за равенство и улучшение условий жизни для женщин. Также стоит упомянуть о политических скандалах, связанных с коррупцией и злоупотреблением властью, которые часто вызывают общественное недовольство и протесты. Несмотря на многочисленные проблемы, Мьянма добилась значительных успехов в различных областях. В стране развиваются научные и технологические проекты, направленные на улучшение качества жизни и устойчивое развитие. Одним из таких проектов является создание солнечных ферм и ветровых электростанций, которые помогают решать проблему энергетического дефицита. Инновации и стартапы также играют важную роль в экономике Мьянмы. Молодые предприниматели создают новые продукты и услуги, которые пользуются спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Например, мьянманские стартапы в области информационных технологий и агротехнологий получат признание на международных рынках. Перспективы развития Мьянмы в ближайшие десятилетия связаны с модернизацией экономики, улучшением инфраструктуры и повышением уровня жизни населения. Международное сотрудничество и инвестиции будут играть ключевую роль в достижении этих целей. Также важно продолжать работу по решению социальных и политических проблем, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое развитие страны. Шокирующие достижения Мьянмы включают в себя мировые рекорды и прорывные технологии. Например, в стране была построена одна из самых больших солнечных электростанций в Юго-Восточной Азии, которая обеспечивает электричеством тысячи домохозяйств. Также стоит упомянуть о знаменитых личностях, таких как Аун Сан Су Чжи, которая получила Нобелевскую премию мира за свою борьбу за демократию и права человека. Анализ текущего состояния Мьянмы показывает, что страна находится на пути к устойчивому развитию, несмотря на многочисленные вызовы.
Влияние культурного и экономического развития на мировую арену позволяют Мьянме укрепить свои позиции и привлекать внимание международного сообщества. Страна активно работает над преодолением внутренних проблем и движется вперед, используя все доступные ресурсы и возможности. Истории успеха вдохновляют и показывают, что даже в условиях сложных социальных и политических ситуаций можно добиться значительных результатов. Например, многие мьянманские предприниматели и ученые продолжают развивать свои проекты и вносить вклад в развитие страны. Одним из таких примеров является создание новых медицинских технологий, которые помогают улучшить качество жизни людей и бороться с различными заболеваниями. Истории успешных проектов и инициатив также заслуживают внимания. Например, программы по обучению молодежи и повышению их профессиональных навыков способствуют созданию новых рабочих мест и улучшению экономической ситуации. Также важно отметить проекты по защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов, которые помогают сохранять уникальное биоразнообразие Мьянмы. Рефлексия и авторская мысль о Мьянме позволяют глубже понять, как культура и история страны влияют на ее будущее. Мьянма– это страна с богатым наследием и уникальными традициями, которые формируют ее современный облик. Несмотря на многочисленные вызовы и проблемы, страна продолжает двигаться вперед и развиваться. Подведение итогов рассказа о Мьянме показывает, что эта страна заслуживает внимания и уважения. Ее уникальная культура, история и природа привлекают туристов и исследователей со всего мира. Вдохновление зрителей на посещение Мьянмы или изучение ее культуры– важный шаг к тому, чтобы лучше понять и оценить это удивительное государство. Возможный намек на будущее развитие Мьянмы заключается в том, что страна имеет огромный потенциал для роста и процветания. Сохранение культурного наследия, устойчивое развитие экономики и решение социальных проблем– ключевые задачи, которые помогут Мьянме стать еще более успешной и благополучной страной в будущем. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на этот канал и оставить комментарий. Мы всегда рады вашему мнению и предложениям. А также подписывайтесь на канал в Телеграме, ссылка в описании под видео, где можно получить ответы на любые вопросы туристов, путешествующих по Азии.